让你回来，你听不到吗？前辈，我是双生武魂，第二武魂。Хуэйхао уже довольно долго скрывает свое кольцо в 1 000 000 лет от ледяного шелкопряда, а также кольцо в 400 000 лет от ледяной императрицы. Кажется, с помощью навыка имитации Хуэйхао успешно одурачил всех учителей и старейшин Академии Шрека, даже мощных титулованных. Всех, да не всех. Кто первый узнал о 100-тысячелетнем кольце Хуэйхао и о том, что его второй дух – это императрица ледяных скорпионов, одна из 3 арктических королей. На самом деле старейшина Муэн уже знает и узнал намного раньше. Он глава павильона морского бога, да и по сути сильнейший в Академии Шрека, титулованный 99 ранга. Он прожил более 200 лет. С его силой и пониманием раскусить Хуэйхао не составило большого труда. Но все же титулованный Муэн, чтобы убедиться, провел целое расследование. Он поговорит с Хуэйхао о его кольце и втором духе после турнира и наград 7 монстрам Шрека. Хуэйхао, естественно, был в страхе, что глава павильона все знает. Давайте рассмотрим это подробнее. А перед тем, как это обсудить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Во время разговора о ментальной силе и духах Хуэйхао, старейшина Муэн прямо спросил: «Малыш, какой уровень у первого кольца твоего ледяного скорпиона? Это 100-тысячелетнее духовное кольцо. Я прав?» Хуэйхао был в шоке. Он так старательно скрывал это ото всех. Ледяной шелкопряд и ледяная императрица являлись 2 самыми важными его секретами. Он был полон страха в этот момент. Но как старейшина Муэн смог узнать? Все из-за сферы Хуэйхао. Духовный навык доменного типа, который Хуэйхао использовал ранее, продемонстрировал способность духовного кольца и кости Скорпиона Ледяного Нефрита. Как правило, сферы являются 100-тысячелетними навыками. На самом деле, тем, что раскрыла возраст его духовного кольца и кости, оказалась сфера Вечного Льда. Навык его кости от Ледяной Императрицы. Постепенно Хуэйхао стал спокойнее, поскольку старейшина Муэн был слишком силен. Он не мог сопротивляться, что бы он ни делал. Но он также ощутил, что старейшина Му не питал к нему злых намерений, хотя и разоблачил его. Но это еще не все. Старейшина Муэн путешествовал по континенту более 200 лет. Он видел бесчисленное множество мастеров и боевых духов, но он впервые видел что-то подобное, как у Хуэйхао, в особенности его второй дух. Титулованный Муэн даже отправился на крайний север и специально поймал Скорпиона Ледяного Нефрита. Он оказался не таким, как у Хуэйхао. Цвет его хвоста отличался. Титулованный Муэн пришел к выводу, что второй боевой дух Хуэйхао – императрица Скорпиона Ледяного Нефрита, второй среди 3 императоров Крайнего Севера и один из 10 великих диких зверей. Глубокий страх возник в сердце Хуэйхао. Старейшина Му действительно отправился на Крайний Север, чтобы проверить его боевой дух, и даже провел исследование Скорпионов Ледяного Нефрита. Старейшина Му был действительно слишком гениален, но одного старейшина Муэн не понимал, как Хуэйхао заполучил это кольцо и дух. Кто ему помог выдержать настолько мощную силу? Менее 5 человек в Академии Шрека могут выдержать слияние с таким высокоуровневым духовным кольцом, и все они уже титулованные. К счастью, старейшина Муэн не узнал о ледяном шелкопряде, а также об электролюксе, иначе разговор мог закончиться совсем иначе. В итоге он не стал давить на Хуэйхао и не стал заставлять раскрывать все секреты. Кроме старейшины Муэна, о втором духе и красном кольце Хуэйхао также знал Ян Шаоже и Сянь Линер. У них возникла мысль, а не шпион ли он с Империи Солнца и Луны? Но кто в своем уме отправит настолько гениального ученика с предельным боевым духом и кольцом в 100 000 лет в качестве шпиона? При этом отправлять 11-летнего ребенка в лагерь врага? Старейшина Муэн ясно знал, что Хуэйхао человек, а не зверь, и его родословная явно не из Империи Солнца и Луны. С этими 2 предпосылками остальное не важно. Старейшина Муэн решил лично заняться обучением Хуэйхао. И это неудивительно. Выступление на турнире многое показало о силе и способностях Хуэйхао. Старейшина Му сказал ему найти свой собственный путь. Лишь найдя свой собственный путь развития, его будущая дорога к мастерству станет более гладкой, и он не заблудится. И каков путь выбрал Хуэйхао? Духовный мастер или механик? Мастер контроля или атаки? Все это можно отнести к Хуэйхао. Однако путь, который ему необходимо было найти, должен объединять все его силы и способности. Будет интересно увидеть на дальнейшее развитие и рост Хуэйхао под руководством старейшины Муэна. Да, в целом с этого времени сам титулованный 99 уровня наставлял Хуэйхао и даже защищал его от врагов. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, стоило ли Хуэйхао раньше рассказать о своем кольце старейшинам или нет. Подписывайтесь на канал и всем пока.